Вечер добрый. Как говорится, не прошло и полгода, и мы видим спустя 3 недели долгого перерыва новую главу. Интересненько, что же она нам преподнесет. Так что неси чаек, присаживайся поудобней, а также небольшая рекламка. Если вам нужна экипировка для единоборств, то в магазине Sportfighter есть все, что нужно. Боксерские перчатки, форма для выступления на соревнованиях, а также защита. И различные кимоно. Помимо этого много рэшгардов для взрослых и детей. И есть повседневная одежда с символикой единоборств. Поэтому, если вам нужна экипировка, то приезжайте в магазин Sportfighter в Петербурге. Или заказывайте на сайте sportfighter.rf. Ссылка в описании. Быстренько напомню, что прошлая глава закончилась тем, что Юдзира быстрым ударом ноги пустил кровь из носа Кихая. Кровотечение было довольно сильное. Оно аж выстреливало фонтаном. Но благодаря пальцевому прижатию, плюс возможно что-то произошло на гормональном уровне, как было с Баки. И как мы видим, кровь прекратилась литься. То чувство, когда автору было лень рисовать, и он тупо продублировал 3 картинки. Ладно, сделаем вид, что мы этого не видели. Итак, остановив кровь, Кихая и вправду убедился, что перед ним стоит сильнейшее существо на планете, которое незаметнее призрака, опаснее хищника, мощнее африканского слона и сильнее касатки. Также после этого Юдзира ждет положительного ответа касательно боя. Но наш Кихая уже взгрустнул. Далее Огар опять его прессует, говоря о том, что хочет с ним попинаться. Скажем, проверить, кто лучше бьет ногами. Кихая только и делал, что показывал удары ногой. Видимо, Юдзира решил ему показать, кто тут батька. Однако Кихая решил выпендриться, не показывать свою слабость, и на слова Юдрила ответил, что произошла неожиданная удача, что великан сам дает возможность коснуться его кожи и нанести какой-нибудь урон. Это, конечно, в идеале, в его мыслях. А после Кихая прямо в лоб просит Юдзира с ним посоревноваться. Далее Огар встает в свою любимую стойку. Кихая тоже пытается встать в стойку, демонстрируя стойку из сумо. С другой стороны, сдержанность и грациозность в движении. В какой-то степени не были похожи на такое единоборство, как сумо. Ноги являются ударной силой. И после был продемонстрирован один удар. А потом еще для разогрева несколько тычек. Далее, после слов Юдзира, бой начался. Конечно же, перед начавшейся битвой надо еще немножко потрепаться. Кихая всегда хотел посоревноваться с сильнейшим человеком, и вот его желание воплотилось. Резко. Кихая делает прыжок в сторону Юдзира и наносит прямой удар ногой. Однако Юдрила его смог опять заскамить. Великан словил ногу и не хочет отпускать. А далее Юдзира спрашивает его, что же он будет делать после такого. Но Кихая не хочет с ним разговаривать и говорит, что нужно продолжить поединок. А следующая глава, как говорит автор, выйдет через неделю. Ничего на самом деле мы такого не увидели. Юдзира очередной раз над ним рофлит и не показывает на все, что он способен. А Кихая строит из себя человека, который выше всего этого, а на деле быстренько проиграет, если Юдзира возьмется всерьез. Возможно, конечно, что Кихая показал не все, на что он способен, и в следующих главах нам все покажут. А ты что думаешь по поводу следующей главы? Что там будет? Болеешь ли за Кихаю и его быстрые удары? Также, если тебе понравилось видео, то ставь обязательно лайк, напиши комментарий и подписывайся на канал. Пока!